Привет, сосед для меня является одной из самых любимейших игр. Познакомился с этой франшизой в 2016 году, и я смотрел за тем, как игра менялась у меня на глазах, а именно с появлением каждой версии, альфа или беты. И когда вышел релиз, большинство людей на тот момент отзывались о игре положительно, в отличие от нашего времени. Но также были те, кому релиз не зашел. Как по мне, все это было из-за завышенных ожиданий. И при всем при этом у соседа появилась фан-база и фандом. Также ни для кого не секрет, что «Привет, сосед» была сделана российской компанией Dynamic Pixels, которая после релиза создаст еще и приквел к «Привет, сосед», прятки. В этой игре уделяют время сюжетной линии соседа, в том числе и его детям, на которых в релизе были только намеки. И эти игры достаточно много людей полюбили за смысл и за те ощущения, что не может дать им другая игра. И сегодня мы поговорим, за что полюбили «Привет, сосед» и «Привет, сосед, прятки». Всем приятного просмотра. Мы были хорошей семьей. У меня было 2 ребенка, Аарон и Мия, и любящая жена. Когда мы переехали, мы все думали, что настала новая жизнь. Люди, живущие в этом маленьком городке, приняли нашу семью. В нашей семье было все хорошо, но пока не произошло нечто. Чтобы лучше понимать смысл происходящего далее, я перескажу 2 сюжетные линии в «Соседе». Первая линия — это пересказ релиза, но без уточнения геймплея, а вторая — предыстория к релизу. Но я решил немножко скрестить их между собой. Главный герой релиза Никки, гуляя по своему району, замечает, что его сосед кого-то запирает в подвал. Никки становится любопытной, и он пробирается в подвал, решая загадки своего соседа. Его похищает сосед и запирает в подвале, но мальчик с листовки о пропаже детей освобождает Ника. А за то время, когда Никки сидел в подвале, сосед испугался, что Никки может сбежать, и поэтому он построил большой забор. Никки пробирается и сбегает, бежав к своему дому напротив. Никки был чертовски напуган, поэтому в нем появляется кошмар. Но до всех этих событий раньше у соседа была семья. И как тогда человек, у которого была семья, мог дойти до похищения ребенка? Сосед вместе со своей женой попадает в аварию, в которой сосед остается без каких-либо последствий, а его жена попадает в больницу. Вернувшись домой, сосед рассказывает все то, что произошло с ними по дороге домой. Вся семья погружается в депрессию, а упавший стул, на котором сидела мама-жена, уже говорит о том, что мамы больше нет. После того, когда ее не стало, мы не могли быть прежними. Утрата самого близкого человека очень сильно повлияла на нас. До такой степени, что в голову постоянно лезли противные и пугающие мысли. Я был единственным, кто остался у детей, кроме их самих. После такой трагедии в семье мир и покой рушатся, а психологически больше прилетает детям, которые все время играли в игры и представляли себе уникальные миры, но после трагедии они представляют себе простое городское кладбище, на котором и была похоронена их мама. Аарон, ему больше всех становится плохо, и поэтому он начинает издеваться над своей сестрой, чтобы успокоиться. Их отец все это видит, и он говорит дочке Мии о том, что лучше к Аарону не лезть. Пока отец уехал на работу, Аарон предлагает Мии поиграть в прятки, где главной целью будет найти ее куклу. Аарон ложит куклу на крышу дома, в надежде, что Мия ее не найдет. Мия находит куклу, но за ней стоит брат, который сначала специально скидывает куклу, а потом уже случайно скидывает свою сестру.
что остался у детей, кроме их самих. Аарона сосед посадил в подвал, чтобы защитить своего сына от срока в колонии недосовершеннолетних. Сосед был погружен во мрак и кошмар, в который он очень не хотел верить. Дочь он закопал на заднем дворе, ведь вызвать похоронное бюро он не мог. Тогда бы появилось много вопросов. Но когда люди стали замечать, что детей соседа в последнее время нет, сосед решает расклеить листовки о пропаже его детей, чтобы к нему не было никаких вопросов. А мальчик, который помог Нику выбраться из подвала, был Аароном. Когда Ник выбрался, родители узнавали, что с ним произошло. Позже о похищении узнали соседи, а после переезда Ника в другой город о похищении узнал весь город. Полиция посадила соседа в тюрьму, Аарона отправили в детский дом, а дом соседа жители города решили сжечь, чтобы память об этом человеке навсегда пропала. Когда Ник вырос, его выселяют из квартиры. Он решает вернуться в старый дом. По дороге в старый дом он замечает, что дом его соседа сгорел. Детская травма дает о себе знать, и у Ника происходит конвульсия. Он заходит к себе домой, еще раз ловит глюки и, чтобы успокоиться, ложится спать. Когда Ник встает с кровати, он слышит детские крики, а когда он выходит на улицу, он видит перед собой большой семиэтажный дом, в котором живет сосед. Главная цель – пройти в подвал и победить кошмары детства. Ник входит в подвал и борется сначала с большим соседом, а позже защищает себя маленького от кошмара. Победив кошмар, Ник видит вдалеке дом, в котором есть 2 комнаты. В одной комнате кошмар, который стучится в соседнюю комнату, в которой стоит сосед. Нику это все приснилось, и расслабившись, он выходит на улицу и переносит все свои вещи в свой старый дом. Сразу хочу выделить мораль и смысл игры. Мораль заключается в том, что мир зависит от людей, а люди зависят от других людей. Из-за больших изменений в жизни могут появиться проблемы, а эти проблемы могут перерасти в кошмар, который будет управлять вашей жизнью. Эта история вполне могла произойти в реальной жизни, хотя уже произошла, и не одна. Например, семья Бушуниных из Нижнего Новгорода. Ими полностью завладел кошмар. И как и с Ники, кошмар этот появился только из-за человека. Михаил Макеев, который начал отношения с Татьяной Бушуевой, позже Татьяна оказалась беременна, и Михаил свалил куда подальше. Татьяна приняла это так близко к сердцу, что стала не общаться с людьми и вести отшельнический образ жизни. А когда родился ребенок, то уже она вразумила тот факт, что все люди зло и лучше жить всегда одной. Они жили в мусоре 15 лет, а помощь они воспринимали как угрозу. И согласитесь, что-то похожее с моралью и историей соседа есть. Но это не один случай, связанный с кошмаром. Все же знают мем про Кэнди Бобер. А вы знали, что у этой женщины умер муж? После смерти ее мужа также ей завладел кошмар. Она начала пить, много пить. После мема многие люди над ней издевались. И это все довело ее до такого состояния. Как думаете, сколько ей на этом видео лет? Приблизительно ей 55. И это далеко не последний случай. Эта мораль и этот смысл очень важно понимать и контролировать. И Никита Колесников, создатель франшизы «Соседа», можно сказать, просто рассказал этот смысл и мораль. Существует невидимый враг, с которым некоторые из нас борются каждый день. Некоторые притворяются, что его не существует, некоторые не осознают, что он у них есть, некоторые пытаются подавить его, но он есть, независимо от того, говорим мы о нем или нет. Многие из нас ежедневно борются с тревогой.
Этот пост не только способ повысить осведомленность о тревоге, но и способ справиться с ней. Я чувствую, что объявив о ней миру, я смогу принять ее и почувствовать себя нормальным. Это то, кем я всегда хотел быть. Впереди у меня долгий путь, чтобы научиться контролировать ее и жить с ней. И если я открыто скажу о своей тревоге, то это на пару шагов приблизит меня к моей мечте. Я не могу себе представить, каково это – услышать стук в дверь и подумать: «О, наконец-то пришла моя посылка с Amazon». Вместо этого в голове проносится: «О, я умру». Будучи позитивным человеком, я ищу в этом хорошую сторону. Поэтому я дорожу каждым мгновением счастья, радости и любви как сокровищем, когда тревога отступила. А еще я научился направлять свои чувства в искусство. Может быть, именно поэтому я создаю хоррор-игры, кто знает. Я больше не хочу бороться с тревогой. Я хочу поприветствовать ее как старого друга и принять. Тем, кого поглотила тревога, мне действительно жаль, что вы переживаете это чувство. Мне жаль, что вы пережили травму, которая стала причиной этого. Вы нормальный человек. Со временем ты возьмешь себя в руки. Я в тебя верю и люблю. А кем является сосед в игре? Как нам его преподнесли? И он злодей или обычный человек? Никита ответил на этот вопрос так. Соседа я не считаю злодеем, он просто оказался в сложной ситуации и запутался. Однако и жертвой прям я его тоже не считаю и не пытаюсь вызвать сопереживание. Скорее просто понять. Я не ошибусь, назвав «Привет, сосед» одной из лучших игр. Эти игры были сделаны с душой. Настроение сцен можно понять по цветовой гамме, музыка, которая дополняет настроение сцены, и какую эти игры атмосферы создают во время прохождения. Смысл и мораль реально очень важны, особенно в наше время. Хочу сказать большое спасибо Шайману и Благодею за то, что приняли участие в моем видеоролике. Ссылки на их канал вы сможете найти в описании или перейти по подсказке. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях. Ну, а я пойду делать новый ролик. Всем пока!